Друзья, всем привет! Это мой любимый автомобиль Geely Coolray 2020 года. Моя семья стала намного больше, и мне приходится продавать данный автомобиль и покупать автомобиль намного больше по габаритам. И в этом видео я вам хочу рассказать, показать, что я сделал с автомобилем, и стоимость автомобиля вы сможете узнать в конце ролика. Сейчас я вам покажу сам автомобиль. Автомобиль полностью покрыт антигравийной пленкой, защитой от ржавчины, от камней и всего прочего. Общая толщина лакокрасочного покрытия составляет 237, 246, 230 микрон. Элементов крашеных нету, кроме бампера. Заднего бампера сразу расскажу. Когда оклеивалась пленка, немножко упал телефон оклейщика и сделал небольшую такую вмятинку. Поэтому я, в принципе, по гарантии поехал и перекрасил заднюю часть бампера, по каско точнее, и потом опять наклеилась дополнительно антигравийная пленка. Ну и второе небольшое у меня ДТП было, когда женщина пыталась припарковаться рядышком, она немножко задела. Соответственно, меня спасла эта пленка, и я ее переклеивал второй раз. Это все ДТП, которые были с автомобилем. Соответственно, сам автомобиль не участвовал в ДТП. Только небольшие царапинки, которые были в процессе эксплуатации именно от веток. То есть мы видим то, что действительно антигравийные пленки защищают автомобили. И если ее снять, автомобиль будет полностью в идеальном состоянии. Из минусов антигравийной пленки на моем автомобиле только вот здесь небольшая потертость от открытия двери соседнего автомобиля. И вот эта царапина, я думаю, от куста, когда я ездил в Крым. По оптике. Автомобиль в максимальной комплектации флагшип. Крыша в цвет кузова. Есть еще флагшип спорт, но я не считаю эту комплектацией хорошей. Мы в этой комплектации можем увидеть вот такой замечательный спойлер. Он с прорезями, через них проходят порывы воздуха и счищают вам в плохую, да и в принципе в любую погоду, всю грязь с вашего заднего стекла. Если, конечно, вы им пользуетесь, как я. Здесь у нас был в виде тюнинга наклеена дополнительная резиночка, чтобы просто снег не скапливался и не мешал льду образовываться, для того, чтобы мы открывали в зимнее время наш багажник с ноги. Так называемый food sensor. Вот вы можете увидеть привода, которые установлены в моем автомобиле, и вот такой вот маленький багажник, которого мне катастрофически не хватает. Но это лично мое мнение. Есть обит войлоком, такой мягкий материал, и хороший подпол в автомобиле с органайзером. Также есть вот такие алюминиевые вставочки. Ну и, собственно, из дополнительных опций я менял на светодиод освещения в багажнике. Полочка будет, конечно же, в комплекте с автомобилем. И также еще, в принципе, я менял. Так, кстати, хочу показать, как работает закрытие. Все работает с одного раза, намного шустрее и быстрее, чем даже на некоторых европейских автомобилях. Также были заменены светодиодные лампочки. На светодиодные лампочки, обычные лампочки накаливания в задний ход. И освещение, когда вы сдаете задом, становится еще лучше. Самое крутое, что было сделано, это проработана система торможения в автомобиле. Стоят замечательные тормозные диски, вентилируемые в круг спереди и сзади. И очень хорошие тормозные колодки, которые дают эффективность торможения данному автомобилю на 40%. Это действительно факт, потому что стоковые тормоза, они не хватают. Их не хватает на такую мощность, как этот резвый автомобиль. Он очень легкий, и действительно он легко разгоняется и отлично управляется. По оптике хочу сказать, что это лучшая оптика среди B-сегмента, да и, возможно, C-сегмента.
ближний свет фар работает намного ярче и четче благодаря линзе по сравнению с Geely Tugela, Geely Atlas Pro. А дальний у нас обычный рефлектор. Замечательно светит, вообще претензий нету. Самое главное, что их можно использовать как ближний, так и дальний одновременно. Ну, не все автомобили могут этим похвастаться. Также из дополнительных декоративных вставок было приобретены вот такие 3D вставочки для защиты радиатора. На 3D принтере они делаются, но помимо них у меня еще стоит и дополнительная сетка. В принципе, кому это не нравится, можно это все снять. Также камеры кругового обзора 360 градусов работают замечательно, никаких лагов нету. На передней камере наклеена наклейка для того, чтобы вся грязь она не оставалась на самой камере и было намного лучше при плохой погоде. Дополнительный молдинг вот этой хром части, он тоже в дополнительной прозрачной полиуретановой пленке. Также у меня есть противотуманные фары светодиодные, тоже замечательно, очень хорошо светят и освещают вам в туман. И, конечно же, никаких запотеваний в данном автомобиле нет вовсе. В новых партиях, когда вы покупаете новый автомобиль, у вас будут хуже ходовые огни, они более в розовый, такой в синий оттенок будут светить холодным светом. Ну и в целом новые модели начали удешевлять на некоторые детали, в том числе как и вот этот молдинг. По лобовому стеклу все очень хорошо, никаких в принципе претензий нету, кроме вот этого маленького скола. Если захотите, можно его просто отремонтировать за 1000 рублей, насколько я знаю, либо заменить стекло, если прям принципиально. Оно стоит 5500 рублей, оригинальная Фуяо с обогревом щеток и замена там 2-3 тысячи. Это в принципе не проблема. Есть обогрев под щеток передних, и я отдаю в комплекте щетки Bosch на лето и щетки Valio на зиму. Они просто превосходные. По передней части автомобиль в идеальном состоянии. Вообще весь автомобиль я оценивал в идеальном состоянии. Так, у нас 6 датчиков парковки, которые никогда в принципе не подводили. Есть брызговики оригинальные, мягкие. То есть никакие бордюры вам не будут препятствием и будет очень удобно парковаться. Ну и сзади едущий автотранспорт вы не будете загрязнять своим автомобилем, грубо говоря, в плохую погоду. Далее, давайте по камерам 360 пробежимся. Вот так они выглядят. Также наклеены дополнительные пленки, чтобы не было никаких проблем. И вот такие отсекатели наклеены для того, чтобы когда поток воды идет с улицы на трассе, вода идет через этот отсекатель, а не на камеру. Раньше до наклейки этой штуки постоянно камеры у меня пачкались. Теперь в мокрую и снежную погоду камеры боковые всегда чистые по сравнению с передней и задней. Ну и тоже декоративный элемент дополнительный. И вот эти же также отсекатели заводские стоят для того, чтобы отсекать всю воду вперед на крышу, а не боковые стекла. Боковые стекла у вас всегда будут идеально чистые. Также автомобиль оборудован бесключевым доступом. Нажимаете, люк закрылся, и в принципе любое окно, которое было бы у вас открыто, оно закроется. Сейчас я более детально покажу вам, что было сделано с автомобилем. Двери тяжелые, сделана дополнительная шумоизоляция, очень доброкачественная, и дополнительно был сделан пакет антискрип именно дверей. Мы все понимаем, что китайцы и современный автопром собирают не идеально. Я просто заморочился и решил за эту услугу заплатить дополнительных денег. Здесь мы можем увидеть дополнительную декоративную накладочку. Здесь карпет, очень приятный на ощупь, тоже придает премиальности данному автомобилю. В этой части будет гореть подсветка в 3 цветах. И вот эта часть, она из мягкого пластика. По сиденью было доработано дополнительный наклон, стоят дополнительные проставки и большая увеличенная шайба, которая дает нам возможность высоким людям комфортно сидеть за этим
сиденьем. Мой рост 2 метра. Также зоны риска у меня покрыты дополнительно пороги защитной полиуретановой пленкой, для того, чтобы тоже при посадке никто их не царапал и никаких проблем дополнительных не было в эксплуатации. Руль я перешивал на 7000 километров пробега, так как китайская кожа на руле мне не понравилась. У меня образовались вот такие морщинки маленькие, но здесь вы их не увидите. Пробег на машине сейчас 55 тысяч километров пробега. Цифровая приборка. Кстати, цифровую приборку мне меняли по гарантии. Была отзывная компания, и благодаря нашим китайцам сделано все отлично. По приборной панели нет никаких претензий. Ну и руль был перетянут с перфорацией в натуральную кожу. Такого, в принципе, сейчас никто из китайских производителей не делает. И вот за 45 тысяч километров пробега, в принципе, она как новая. Вообще нет моментов износа. По крыше мы имеем черный потолок и дополнительный очечник. Он расположен у нас вместо ручки страха, так называемой. Также есть подсветка у козырьков и вот такое замечательное зеркало заднего вида. Прошивка мультимедийной системы стоит платная от компании GMCast. Здесь мы можем увидеть сразу направление климатической установки, можно пользоваться GPS. Ну и, конечно же, можно с вот этого кабеля подключить Android Auto. Работает с абсолютно любым смартфоном и работает все очень даже замечательно. Также у нас в автомобиле установлен встроенный видеорегистратор. Зажимаем кнопку, сделался скриншот. Захват идет с передней камеры автомобиля. Она работает как видеорегистратор, пишет все экстренные записи в отдельную папку и их не удаляет. Там вы уже сами можете удалить принудительно. Карточку я поставил на 64 гигабайта. Очень хорошая и дорогая. Также в автомобиле сделано, помимо прошивки головного устройства, в котором даже есть голосовое управление. Например, открой левое окно. Опускаю стекло. Замечательно работает голосовой ассистент и помогает вам, в принципе, с любыми обычными задачами. А Apple CarPlay можно сделать тоже дополнительно, но придется докупать небольшую приблуду. Также мы можем увидеть вот такие клавиши для регулировки громкости. Можно регулировать здесь, можно регулировать на руле. В новых партиях здесь сделали подогрев сидения, и он работает в новых партиях ужасно. Люди сейчас жалуются на то, что они сами хаотично включаются. И до сих пор в течение 2 месяцев люди не могут найти решение, и дилеры очень морозятся пока в плане. Поэтому здесь я могу похвалить свой автомобиль, что такого косяка в моем автомобиле нету. По климатической системе были моменты, которые не нравились, и спустя 3 года эксплуатации появилась новая прошивка. Прошили мы блок климат-контроля для того, чтобы он работал идеально. И он стал действительно работать намного лучше. И если раньше было очень жарко, теперь стало намного комфортнее. Далее, здесь мы можем увидеть регулировку атмосферной подсветки и регулировку наклона фар. Тоже отличная опция, которая очень помогает в повседневном режиме. Далее, за что я очень люблю этот автомобиль, что у него есть камеры 360. Очень удобно парковаться близко к бордюру благодаря вот этой опции. Ну и, конечно же, можно посмотреть на дорожную обстановку, когда вы едете, например, в пробках, либо в очень узком каком-то переулке. Этой опции мне действительно будет не хватать. Мало на каком автомобиле она есть, да и в принципе она не всегда работает хорошо. Например, когда вы включаете поворотник, у вас включается левая слепая зона. То есть она при скорости выше 30 км в час начинает включать заднюю часть камеры. Направо
она переходит на правую зону и показывает мертвую зону. Это капец как удобно, действительно дополнительная безопасность в этом автомобиле. Далее, состояние салона оцениваю тоже идеально, очень хорошим. Бардачок у нас с микролифтом, подсветкой и дополнительным, опять же, карпетом, который я делал. В автомобиле сделан полностью замечательный антикор. За 35 тысяч я его делал. Снизу все промазано. И благодаря этому автомобиль проживет еще очень-очень долго. И скрытые полости тоже все обработаны. Под капотом, в крылья и все возможные места, где могут образоваться очаги коррозии. Автомобиль работает замечательно. Двигатель сейчас я вам продемонстрирую. Откроем мы подкапотное пространство. Под капотом 3 цилиндра. Вот так выглядит подкапотное пространство. Самое интересное, что двигатель я мыл 2 раза. Год назад и 2 года назад бесконтактным способом, именно паром. Ну и в целом все замечательно работает. На пробеге 55 тысяч заливаю только хорошее масло, самое лучшее. До 40 тысяч я заливал Liqui-Moly, теперь заливаю Extreme. Очень хорошее масло, можете в интернете почитать, почему именно его стоит заливать. Также подкрылки имеют дополнительную шумоизоляцию арок, я забыл это упомянуть. Ну и роботизированная коробка передач работает превосходно. Многим кому-то она не нравилась, но на самом деле я в восторге от этой связки двигатель и коробка. Автомобиль замечательно управляется, замечательно набирает скорость, ну и в принципе теперь он и хорошо и тормозит. По поводу робота, менял масло в роботе, оригинальное Shell, оно стоит вообще космических денег, там замена масла в районе 15 тысяч у дилера стоит. Она мне вышла чуть дешевле, потому что я успел купить заранее это масло. И поменял я его на пробеге 40 тысяч километров пробега. И действительно коробка стала еще лучше, как по мне, потому что регламент менять масло в роботе каждые 90 тысяч, но я решил пристраховаться и сделать следующему владельцу большой сюрприз для того, чтобы ему было еще лучше ездить на этом автомобиле. Ну, у меня такой подход к владению автомобилями. Забыл сказать то, что по коже сидений есть только один нюанс, это вот этот залом на боковой подушке от моей попы. Ну, вот что есть, то есть, что есть, то и говорю. Здесь мы можем увидеть дополнительные накладочки, здесь и тут. Они дают вам возможность отдыхать вашим ногам. Очень комфортно и приятно. Также, если мы задержим кнопку, машина должна быть заглушена, либо стоять в паркинге, то у нас откроется багажник. Саму кнопку багажника выведена вот сюда, в эту нишу. Мне кажется, это удобно, в принципе, вполне себе. Так, давайте покажу задний ряд. Также сделаны дополнительные наклейки, чтобы вас было видно. В заднем ряду у нас ничего не сэкономлено. Стоят дополнительные такие же мягкие карты дверей и есть войлок. Все обито бархоткой, как и называется. И в комплекте я отдаю Эво ковры и классные текстильные ковры Евромат 3D. Автомобиль используется с детским креслом. Есть подлокотник. Ну и состояние сзади тоже очень хорошее. Подогрев сидений полностью работает. 3 ступени. Один USB порт. Ну и вот такая вот кожа с перфорацией. Состояние также оцениваю на отличное. Двери открываются широко. И опять же хочу отметить, что это лучше даже, чем в Geely Tugela. То есть крупногабаритным здесь будет довольно-таки очень даже удобно располагаться владельцам и пассажирам. Также в автомобиле есть панорамная крыша. Самый плюс данного автомобиля то, что часть каркаса крыши заменен по гарантии.
крыша при закрытии раньше вибрировала, но завод признал то, что это был брак производства, и заменили по гарантии. По гарантии на автомобиль она остается еще 2 года, поэтому можно не переживать, все ваши проблемы, если какие-то будут с автомобилем, можно будет устранить по гарантии, если вы опасаетесь покупку именно китайского автомобиля. Также можем увидеть вот такие дополнительные крючки. Это очень удобно для организации места задних пассажиров. Ну и дополнительно, на всякий случай, я поставил сюда чехольчик на подлокотник. В целом его, конечно же, можно полностью снять, если вам это хочется. Шумоизоляция в автомобиле замечательная. И, ну, конечно же, потому что все тут доработано. И я забыл сказать, что музыка теперь стала играть намного круче, благодаря тому, что здесь сделана шумоизоляция и дополнительно стоит прошитое головное устройство, и музыка действительно играет просто потрясающе. Сейчас я, может быть, даже попробую вам продемонстрировать, как это все работает. Мы просто берем наш телефон, подключаем, и должен включиться наш Android Auto автоматически. Отличный объемный звук, как по мне, очень такой прям как консерватория. Ну, мне кажется, просто это прям высшая похвала, благодаря тому, что даже используются обычные стоковые дворники. Далее, давайте мы заведем наш двигатель. Даже для хорошего эксперимента закрою вообще двигатель. Угу. И в автомобиле установлено... Можно начинать движение. Спасибо большое, спасибо, что проинформировали. И у нас установлена дополнительная сигнализация. Я ввел дополнительную комбинацию, скрытую, для того, чтобы активировать систему, чтобы автомобиль идентифицировал, что пришел именно владелец, для того, чтобы, если придет взломщик, то автомобиль не заведется. Называется сигнализация «Призрак», версия 2.0. Работает через GSM-сигнал, показывает уровень топлива, состояние двигателя и работает полностью дистанционно в любом месте. А также самый класс, что он показывает журнал поездок и показывает, где, как вы ездите, в зависимости от периода владения автомобилем. Это тоже замечательный плюс и дополнительная сигнализация, которую я устанавливал за деньги. Также давайте покажу все световые приборы в автомобиле, чтобы вам было более детально понятно, как все светит. Так, включим еще дальний свет фар. Обдув был доработан с помощью аксессуаров на 3D принтере. Ребята из Liana Market сделали замечательную доработку. И теперь у нас, как у владельцев Geely, не потеют боковые стекла снизу. Это стало намного замечательным таким вот решением в плане доработки. Также есть обогрев руля, можно включить с помощью этой кнопочки, и можно с легкостью включить обогрев нити зоны дворников. Также можно включить автоматические подогревы стеклоозоновосочителей, подогрев задних зеркал при запуске двигателя. Также есть подогрев форсунок омывателя. Ну и, конечно же, подогрев передних сидений. Все это тоже можно включить, либо выключить. Давайте выйдем из автомобиля и покажу состояние автомобиля сзади и спереди. Автомобиль у нас работает. Также забыл упомянуть, что были заменены передние амортизаторы в паре по гарантии. Они немножко стучали, но после замены они стали работать превосходно, даже как они не работали, когда я покупал автомобиль новым с завода. Вот так выглядит оптика в ночное время. Дальний свет фар по вот здесь и
в линзе расположен ближний свет фар. Также можем увидеть работу противотуманной фары. Работает она в зависимости от поворота колеса, либо с помощью кнопки вы можете включить нативно включить именно две противотуманки, чтобы они работали в паре, как это сделано обычно. Повторители. И, конечно же, есть зоны слепые зоны, датчики слепых зон. Далее, по колесным дискам они в хорошем состоянии, но есть небольшие нюансы. Не знаю, сейчас, наверное, не особо не смогу их найти. Так как вот они нюансы. Это так работают наши шиномонтажники при смене резины с летней на зимнюю. Задний ряд сидений выглядит таким образом. Есть дополнительные шильдики, пластиковые накладки. В новых партиях вы их сейчас не увидите. Сиденье пассажирское тоже в отличном состоянии. Ну и, в принципе, я оцениваю в очень хорошее состояние кожи. Вот эта часть, она потом после поездки, после того, как вы ставите машину на длительный паркинг, затягивается со временем. Так, глушу я, наверное, автомобиль. И идем осматривать заднюю часть автомобиля. Вот такие красивые задние фонари, светодиодная оптика, ну и аварийка у нас, конечно же, к сожалению, с обычной лампочкой накаливания. Бак в автомобиле 45 литров, лил с момента покупки только 95-й бензин, ни разу в этом автомобиле не был залит 92-й бензин, поэтому в этом плане он девственный. И самое интересное, что номинально он 45 литров, но садить до горловины можно до 55 литров. Также в инструкции написано, что бачок омывателя 2 литра, по факту его хватает на 4,5 литра. Выключаем аварийку, выключаем свет, и при посадке либо высадке автомобиля, при нажатии этой кнопки у вас включается передний плафон, свет, и задний. Также хочу показать, как работает шторка. Шторка замечательно работает, никаких претензий нету, никаких зажевываний. Все, у вас будет меньше света в салоне. Я езжу всегда с открытой шторкой, мне так намного комфортнее. Также можно приоткрыть люк, либо вовсе его открыть. С момента покупки автомобиля я каждый день практически, когда эксплуатирую автомобиль, открывал люк. Но все равно за ним надо ухаживать, его периодически нужно смазывать и, конечно же, вычищать от лишнего мусора. Далее, что еще можно показать в автомобиле по доработкам. Задняя полусфера затонирована, будет очень тоже комфортно ездить в автомобиле. В целом, наверное, все, что было сделано, я рассказал. Может быть, что-то я забыл, возможно, в объявлении я что-то смогу дописать. Ну и, конечно же, бронепленка у нас наклеена. Смотрите, по поводу бронепленки. Весь автомобиль, хромированные элементы, фары и противотуманки тоже наклеены, дополнительная антигравийная пленка. Пленка наклеена у нас на зеркалах, на самих элементах. Они у нас подогреваются, если я забыл упомянуть. И, конечно же, зона риска. Приборная панель тоже имеет дополнительную пленку. Пленка также у нас имеется на самом головном устройстве. Если вы снимете, не увидите ни одной царапины. Прям с момента покупки я ее сам вырезал. Она у нас матовая и антиблик. Конечно же, задняя часть автомобиля тоже имеет пленку. Вот эти места порогов, они полностью защищены. И никаких проблем здесь у вас не будет. Также на всякий случай я защитил вот эти моменты. Поэтому я считаю автомобиль в идеальнейшем состоянии, и
очень сложно, мне кажется, найти автомобиль, похожий близко к состоянию моему автомобиля. Как это было бы ни странно сказано. По аксессуарам я также рассказал то, что еще есть вот такая дополнительная опция в виде автопарковщика. Она заводская, автомобиль в максимальной комплектации, и у нас нет, и в этом автомобиле нету ни одной заглушки. Все автомобили, все опции, они работают. Есть автопарковка, возможность выключить парктроники и система спуска с горы. Также вот здесь вы можете увидеть дополнительная накладка. Она наклеена для того, чтобы сберечь пластиковую вот эту панель. Ну, многие владельцы умудрялись ее, либо и вообще, в принципе, брак мог быть, то, что они трескались. Я для того, чтобы минимализировать риски, решил наклеить вот такую интересную приборную часть на панель. И рычаг АПП у нас с подсветкой. В новых партиях подсветки нету. И это очень удобный рычаг. Странно, что в Geely Coolray в новом перестали его ставить. Но такой же рычаг остался в Geely Atlas Pro. И он действительно очень удобный. И эта часть у нас высовывается. Также есть дополнительный органайзер в виде аксессуара для мелочи. Тоже покупался отдельно. Спортивные вот такие интересные педали в этой комплектации. Ну и дополнительный тоже наклейка для блока предохранителей. В целом, вроде я рассказал все. Рейлинги девственные, ничего не эксплуатировались на нем, так как в принципе у меня нету никакого багажника. Ну и в целом никаких царапин на нем тоже нету. Автомобиль в идеальнейшем состоянии. По моменту лобового стекла я сказал. По тормозным дискам я их поменял только недавно. Проехал я на них всего лишь около 9000 километров пробега. Это катастрофически мало для новых дисков. Я думаю, они проходят еще много. Ну и колодки у меня процесс износа совершенно маленький. Поэтому в данный автомобиль не нужно вкладываться вовсе. ТО не скоро. Ну и в целом автомобиль я тоже эксплуатирую. И возможно на момент, когда вы захотите купить этот автомобиль, пробег будет чуть-чуть побольше. Потому что я на автомобиле езжу каждые выходные. По поводу пробега. Автомобиль использую я только на выходных. Мелкие поездки обычно зимой использую, но это редко. А так на дальники у меня весь пробег это трассовый. То есть, ну, где-то если 55 тысяч я проехал на данном автомобиле, то только где-то 50 тысяч это трасса Тула-Москва. Ну, вот такой вот пробег у меня выходит за выходные. Это все за 3 года владения автомобилем. На автомобиль распространяется гарантия еще 2 года. Также в автомобиле есть 2 ключа. 2 оригинальных ключа. Один, которым я пользуюсь в чехле, второй тоже в чехле. Они оба тоже идеальные. И, конечно, еще бонусом дам 3-й чехольчик новый, который я заказал. Машину я не планировал продавать, но такая ситуация, что именно приходится это сделать для того, чтобы купить автомобиль просто больше по габаритам. Мне этого автомобиля катастрофически не хватает именно только по размерам багажника. Да и, в принципе, наверное, все. Багажник. Ну и 3-й ряд сидений мне нужен просто раздельный. Мало кто из автопроизводителей могут это дать, но в скором времени, в принципе, может у меня все получится, и вы узнаете, на какой автомобиль я хочу пересесть после данного автомобиля. Автомобиль еще на каско, но каско я, возможно, буду возвращать, дабы сэкономить денег. В целом, стоимость данного автомобиля я оцениваю и вижу в 1 970 000. И объявление вы можете увидеть в описании и закрепленном комментарии, если я его выложу. Пока что буду продавать среди своих. Ну а потом, в принципе, если время будет, выложу, в принципе, на другие площадки. Автомобиль идет с полным пакетом документов, все заказ наряды. И, конечно же, оригинал ПТС и все заказ-наряды, которые были сделаны с данным автомобилем. Возможно, что-то я забыл сказать в этом ролике. Также оригинальные 2 комплекта ключей, плюс еще 1 чехол.
Ну и для того, чтобы также доработать новый автомобиль, как и я это сделал, сейчас вы покупаете новый автомобиль за 2 миллиона 700 рублей и вкладываете порядка 350, а то и больше тысяч, чтобы также сделать его матовый, чтобы покрыть его матовой полиуретановой пленкой, доработать тормозную диску, поменяв тормозные диски и колодки, прошив головное устройство, заменив и добавив, также сделав антикор из скрытых полостей и, конечно же, заменив заднюю дверь багажника на электропривод. И это только всего лишь 5 доработок, одни из самых дорогостоящих. В целом, вот они сейчас столько стоят для того, чтобы доработать этот автомобиль. По поводу документов, я единственный владелец. У меня печатный этот ПТС и полностью весь список документов. Там очень много заказ снарядов. Я все сохранял, все, что делалось с автомобилем. И, возможно, что-то я забыл рассказать. Все это документально у меня описано на документах. Все есть. Поэтому в целом... забыл сказать по поводу гарантии. Гарантия еще 2 года. И был заменен патрубок вентиляции топливной системы по гарантии. А также было заменено катализатор. У меня появилась ошибка двигателя. Я съездил к дилеру, дилер приговорил катализатор. Катализатор в этом автомобиле стоит дорого, и его, слава богу, заменили. Поэтому будущему владельцу можно не переживать ни за какие поломки. Автомобиль полностью исправен, и я не вижу, что сейчас что-то может сломаться, потому что уже все узлы у меня полностью в исправном состоянии. В целом, вот такой вот автомобиль. Мне он очень нравится, мне очень тоже нравится про него рассказывать, но вот приходится, к сожалению, с ним расставаться. Также, друзья, будущему владельцу при покупке данного автомобиля я предоставлю полностью папку с файлами, где и что делалось с этим автомобилем. Каждый процесс, который был сделан с этим автомобилем. Оклейка пленки, разбор, где делалась шумоизоляция, чтобы можно было прям детально и прозрачно посмотреть за автомобилем. И, конечно же, каталог запчастей и, в принципе, все артикулы и аналоги запчастей, которые, в принципе, я смог найти. Забыл сказать, что здесь также есть в этой части подсветка. Когда вы в ночное время открываете автомобиль, у вас ваши зеркала будут вниз проецировать небольшой свет, и вам будет очень даже так приятно находиться с данным автомобилем. Ну и давайте еще раз покажу состояние кузова. Все идеальное, матовая пленка делает свои вещи и придает мускулистости данному кузову. Также хочу отметить, что хоть автомобилю 3 года, идеальное состояние дворников. Никакой ржавчины, ничего нету. В автомобиле вообще в принципе нету ржавчины. Тут ни к чему нельзя докопаться. Нижние части дверей, и в принципе по кузову все замечательно. Вроде везде пленку наклеил, чтобы никаких проблем с этим автомобилем за момент эксплуатации не было. В целом, вот такой вот замечательный Geely Coolray с пробегом 55 тысяч километров пробега и стоимость 1 970 000. Также, чтобы связаться со мной, напишите вот сюда в ВКонтакте по поводу приобретения данного автомобиля, если вы хотите его приобрести. В целом, пока продаюсь среди своих, неспешная продажа, но если кто-то реально хочет купить, лучше напишите, потому что в любой момент я могу его продать. Так что контакты свои я закрепляю в описании и закрепленном комментарии. Будет ссылка в ВКонтакте. Пишите мне личные сообщения, и мы с вами сможем договориться, и я вам покажу свой автомобиль.